Вот тут все говорят про атом, что мы тут живем. А мы тут не боимся. Ничего, абсолютно не боимся. Если бы она для народа плоха была, народ тут не селили бы. Мне сейчас 74 года. Я с 1899 года. 74 года. Но такой жизни я не видал. Не, мы того бояться не будем. Город Чернобыль Киевской области. На протяжении многих веков здесь жили крестьяне, которые ловили рыбу в реках, пасли коров на лугах и собирали грибы в густых чащобах северо-западной Украины и Южной Беларуси. В 1970 году около него возводится город Припять. Чернобылю на тот момент почти 800 лет. Припять вырастает вокруг Чернобыльской атомной электростанции. В городе живут ее строители и персонал. Поэтому Припять справедливо получает звание города атомщиков. Изначально Припять планировалась как рабочий поселок, но главный архитектор Геннадий Олешко мечтал построить именно город. Он приложил все усилия, чтобы Припять получила почетный статус города, и в этом Олешко преуспел. Черно-белая хроника трудовых будней сменяется счастливой цветной картиной. Сейчас вы видите отрывки из документального фильма о Припяти. Он называется «Причастность», 1982 год. Быстроходный катер причаливает к городской пристани. Юные жительницы Припяти заходят в воду на песчаном речном пляже. В 80-е в Припяти бум рождаемости. Молодые образованные жители, лучшие специалисты в своей отрасли, могут позволить себе расширение семьи. На въезде в город стоит плакат. Средний возраст жителей города – 26 лет. В больнице Припяти притворно жалуются, что были готовы к любым трудностям, но только не к демографическому взрыву. Рождаемость у нас очень высокая. В год рождается 1000 детей. Вот поэтому возникла эта необходимость, и строим мы при помощи управления строительства родильный дом на 75 коек. Вот он перед вами. Семья инженера Любови Субботиной – олицетворение демографического взрыва в Припяти. Имея 3 детей, супруги получили 4-комнатную квартиру и завели еще 2. Им пока приходится жить у бабушки, потому что с такими темпами рождаемости в Припяти не успевают строить детские сады. Особая гордость Припяти – новый бассейн. Чтобы получить возможность построить его, главному архитектору Геннадию Олешко пришлось пойти на ухищрение – приписать его сразу к нескольким школам. Очень большой процент у нас, особенно детей младшего возраста, плавают лучше, чем взрослые. Люди спешат на море, а мы спешим на левый берег Припяти. Прекрасные пляжи, прекрасная рыбалка, очень хорошая река, быстроходная, чистая, значит, да, грибы кругом. Сердце каждого из 4 энергоблоков Чернобыльской АЭС – это ядерный реактор РБМК-1000. Расшифровывается как реактор большой мощности канальный на 1000 мегаватт. В случае его внезапной остановки к нему необходимо продолжать подавать охлаждающую воду, иначе он быстро перегреется и разрушится. Обычно водяные насосы питаются энергией от самого реактора, а на случай его остановки предусмотрены дизельные генераторы. На запуск генераторов уходит всего 45 секунд, но реактор ждать не может. Даже в эти считанные секунды он должен продолжать охлаждаться. Хорошая новость в том, что даже после остановки реактора турбина продолжает какое-то время вращаться по инерции и вырабатывать энергию. По предложению Московского института «Гидропроект» решено провести эксперимент. Хватит ли этой энергии, чтобы питать насосы системы охлаждения в течение 45 секунд, пока не заработают генераторы? Эксперимент с глушением реактора назначен на 25 апреля 1986 года. Для управления мощностью реактора используются регулирующие стержни. Они сделаны из бора, который поглощает нейроны и замедляет реакцию. Когда реактор должен работать на полную мощность, стержни вынимают. Внутри остаются только их наконечники, выполненные из графита. Графит, наоборот, ускоряет реакцию. То есть при погружении стержней вглубь реактора они сначала вызывают кратковременный рост мощности за счет графита, и лишь затем долговременное снижение мощности за счет бора. Эта особенность конструкции сыграет роковую роль в катастрофе на Чернобыльской АЭС.
Месяц назад, 24 марта, старший оператор главных циркуляционных насосов на АЭС Валерий Хадимчук навестил свою мать Анну в родном селе Крапивне Киевской области. У Анны юбилей, ей 70 лет. Валерий родился с мамой в один день, и они празднуют день рождения вместе. Ему исполнилось 35. Аж коло калітки вже обернувся, да. Мам, як будете в садибу пахати, так мені і скажете, чи телеграмою, чи як. А я прийду, поможу, щоб ви мені самі тут без мене нічого не робив. Ну, кажу, добре, я знаю, що ти мені щого допомагаєш, да я ж без тебе, що ж я зроблю сама не дуже. Ну, і він вийшов так на вулицю, да ще так подивився по двору скрозь. Ну, до свидання, мама. Я кажу, ну, щаслива тебе дорога. І він так і поїхав. Этот документальный фильм мы подготовили совместно с проектом «Минута в минуту». Они очень помогли мне с поиском и подбором необходимого материала. «Минута в минуту» занимается реконструкцией различных событий, начиная от Второй мировой войны и заканчивая Евромайданом и специальной военной операцией. Текстовые версии их реконструкции вы можете прочитать в их телеграм-канале и в твиттер-аккаунте. Возвращаемся к реконструкции событий. Ранним утром 25 апреля персонал 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС начинает постепенную остановку реактора. Для начала его мощность снижают наполовину. Газ ксенон, образующийся в реакторе и обычно благополучно сгорающий при его работе на всю мощность, теперь начинает медленно накапливаться. Имея свойство поглощать нейтроны, он отрицательно влияет на способность реактора вырабатывать тепло. Этот процесс называется ксеноновым отравлением реактора. Персонал не видит в этом проблемы, ведь реактор должен проработать в таком состоянии всего несколько часов, и по плану эксперимента должен быть заглушен в 14:00. На дежурство заступает дневная смена. Она принимает реактор, в активную зону которого уже введены почти все регулирующие стержни. Они предназначены для торможения ядерной реакции. Из-за того, что в этой ситуации идут процессы отравления реактора и нестабильно работают некоторые датчики и регуляторы на малой мощности, инструкции предписывают в такой ситуации не медлить, а окончательно заглушить реактор. Но и ночная, и дневная смена инструкции пренебрегают. Вместо этого следует графику, который утвержден вышестоящим начальством. Почему ни я, ни мои коллеги не заглушили реактор, когда уменьшилось количество защитных стержней? Да потому что никто из нас не представлял, что это чревато ядерной аварией. Мы знали, что делать этого нельзя, но не думали. Никто не верил в опасность ядерной аварии, никто нам об этом не говорил. А если я аппарат заглушу, мне холку здорово намылят, ведь мы план гоним. А если бы вы остановили реактор при снижении запаса стержней ниже допустимого, что бы вам было? Я думаю, с работы выгнали бы. Определенно бы выгнали. Не за это, конечно, но придрались бы к чему-нибудь. Именно этот параметр, количество стержней, у нас не считался серьезным. Игорь Казачков, начальник дневной смены 4-го энергоблока. Когда на Чернобыльской АЭС уже готовы приступить к эксперименту, в 400 километрах от нее на южноукраинской атомной станции неожиданно отключается один из энергоблоков. Электричества для потребителей начинает не хватать. На Чернобыльскую АЭС поступает звонок из Киева. Диспетчер управления южными энергосистемами требует удерживать текущую мощность до вечера. Только в 21:00, когда потребление электричества упадет, можно будет остановить реактор. Испытание откладывается еще на 7 часов. Это означает, что его будет проводить смена, не готовившаяся к эксперименту. Ситуация-то, в общем-то, обычная. Встречается нередко. Мы ведь в системе Минэнерго молились на план, на киловатт-часы и на все остальное. Игорь Казачков, начальник дневной смены энергоблока 4. Эксперимент откладывается еще на 7 часов. Все это время ксеноновое отравление реактора нарастает. Заместитель главного инженера Анатолий Дятлов идет домой немного поспать после обеда. Он просит персонал сообщить ему, когда из центра разрешат дальнейшее снижение мощности энергоблока, чтобы продолжить испытания. На центральной площади Припяти стоит 10-этажный жилой дом. На его крыше огромные буквы складываются в лозунг Украинского министерства энергетики и электрификации. Он написан на украинском языке. «Хай буде атом работникам, а не солдатам». Правда, сфера распространения украинского языка в Припяти ограничивается подобными надписями и уроками украинского в школах. Оно и понятно. В Припять приезжают специалисты со всего Советского Союза. Многие из них даже недовольны тем, что их дети учат украинский.
Сергей Лобанов и его невеста Ирина Стеценко репетируют вальс в Доме культуры «Энергетик». Пара готовится к свадьбе, которая пройдет уже завтра. В пик борьбы с зеленым змеем Сергея, секретаря комсомола, склонили провести безалкогольную свадьбу. За это ему пообещали льготы и путевку в Прибалтику. Сергей согласился. А насчет безалкогольности мы не сильно переживали, потому что 27 апреля у моего папы день рождения. Тогда вы всю догнали. Все компенсировалось. И все в гости, все были, значит, в общем-то, готовы к тому, что на 27-е мы, в общем-то... Последует продолжение. Да, и отметим свадьбу, как говорится, это... Сполна. 4 часа дня на энергоблок заступает вечерняя смена. Ее начальник Юрий Трегуб. Им достается энергоблок не только с реактором, чью тепловую мощность уменьшили до 1600 мегаватт, но и с выведенной из строя системой аварийного охлаждения. Трегуб спрашивает у Казачкова, как вывели? Тот отвечает, на основании программы испытаний. Хотя я возражал. Казачков добавляет, что диспетчер энергосистемы должен дать отмашку где-то в 6 вечера. Таким образом, тест выбега ротора турбогенератора, ради которого и отключили систему аварийного охлаждения, откладывают допоздна. Но включать систему аварийного охлаждения, чтобы через несколько часов заново ее отключать, кажется бессмысленным. Трегуб решает ничего не трогать. На случай пожара на атомной станции за его тушение отвечает военизированная пожарная часть номер 2, сокращенно ВПЧ-2. В ней служат два друга – Петр Хмель и Владимир Правик, оба начальники караулов. Начальник 3-го караула, 23-летний Володя Правик – тонкая натура. Он увлекается фотографией, а еще выпускает на работе стенгазету, для которой пишет стихи и делает рисунки. В выпуске стенгазеты ему много помогает жена Надежда. Они очень подходят друг к другу. Она закончила музыкальное училище и преподает музыку в детском садике. Месяц назад у них родилась дочь. Интеллигентность Володи Правика не идет ему на пользу на посту начальника пожарного караула. 3-й караул не был таким идеальным, как теперь пишут в газетах. Это был очень своеобразный караул. Это был караул личностей, так можно сказать. Потому что каждый был сам по себе. Очень много ветеранов там было. Очень много своеобразных ребят. Володя Правик, пожалуй, был самый молодой. По натуре очень добрый, мягкий, ну и подводили они его иногда. Он никогда в просьбах никому не отказывал. Он считал, что должен идти на уступки. В этом, может, была какая-то слабость с его стороны. Бывали и стычки, а он виноват оставался, потому что в карауле и нарушения были. Тем не менее, он придерживался своей линии. Начальник ВПЧ номер 2 Леонид Телятников. Начальник другого караула пожарных, Петр Хмель, не похож на своего друга Правика. Он простой, коренастый парень, выходец из крестьянской семьи. Этим утром Правик предложил ему поменяться сменами. Петр согласился, но замену не одобрил замкомандира части. Хмель отправляется домой отдыхать, а Правик в очередной раз принимает командование беспокойным 3-м караулом. Вечер оказывается свободен, и, вернувшись в Припять, Петр Хмель отправляется ужинать в ресторан с еще 3 сослуживцами. Несмотря на сухой закон, пожарным без труда удается раздобыть бутылку водки. Затем они переключаются на советское шампанское. Врач скорой помощи Валентин Белоконь заступает на смену. Дежурство в ночь с пятницы на субботу традиционно довольно напряженное занятие. Вначале была какая-то пьянка, кто-то там выбросился из окна. Нет, не погиб, абсолютно здоровый, но пьяный в дым, вспоминает Белоконь. Программа эксперимента не нравится начальнику вечерней смены энергоблока Юрию Трегубу. Она кажется ему неконкретной. Трегуб звонит домой заместителю главного инженера Анатолию Дятлову. Трегуб говорит, что у него есть множество вопросов. Дятлов отвечает, что это не телефонный разговор, и приказывает без него ничего не начинать. Секретарь комсомола Припятского горкома Анелия Перковская прогуливается с подругой по городу. Ей попадаются несколько пьяных людей, а ведь это в разгар борьбы с алкоголизмом в Советском Союзе. Перковская неловко шутит. Господи, что творится? Как будто конец света. Слесарь атомной станции Михайлюк укладывает спать своего маленького сына. Тот просит прочитать ему сказку. Михайлюк начинает рассказывать и не замечает, как засыпает вместе с ребенком. Окна их квартиры на 9-м этаже выходят прямо на Чернобыльскую АЭС.
На Украину опускается ночь. Люди ложатся спать, потребление электричества наконец-то падает. Лишь теперь диспетчер управления южными энергосистемами дает добро на отключение реактора 4-го энергоблока. Испытания назначают на 22:00. Заместитель главного инженера Анатолий Дятлов идет на работу, чтобы проконтролировать эксперимент. На работу и с работы всегда ходил пешком. 4 километра в один конец. Это давало в месяц 200 километров, вспоминает он. Прибавить километров 100 регулярных пробежек трусцой вполне достаточно для поддержания в норме организма. А главное, может быть, в ходьбе – это сохранение нервной системы. Идешь, отключился от всяких неприятных мыслей, полезло что-то в голову, добавь скорость. Работники Чернобыльской станции знают тяжелый и резкий характер Дятлова. Один из его знакомых вспоминает: Дятлов был сложным в общении человеком, прямой, имел собственную точку зрения и никогда не менял ее по желанию начальника. Убеждал, не соглашался и в конце концов подчинялся, но оставался при своем мнении. Точно так же он мало считался с мнением подчиненных. Как понимаете, такого человека не все любят. Другой сослуживец оценивает дятловский стиль руководства иначе. Тех же, кто стремился слукавить, уползти от выполнения задания, спрятаться за надуманными причинами, а тем более скрыть допущенное нарушение инструкций, Дятлов вычислял мгновенно. И тогда уж получай по заслугам. Многие возмущались, обижались, но понимали в душе справедливость оценки. Примерно в то же время на работу собирается Валерий Ходымчук. Семейный, отец 2 детей. Он прошел путь от простого водителя до старшего оператора главных циркуляционных насосов АЭС. 2 года назад Ходымчук получил орден Трудовой славы 3-й степени. Валерий планирует в ближайшее время дослужиться и до ордена 2-й степени. Собирается он спокойно. Рассказывает жене о том, что сегодня на смене будет очень важный эксперимент. Ти дивись, там же ж акуратно, щоб ніде не вліз. Так все буде нормально. Ще я ж кажу, що кіно про любов було, а я кажу, ти за мене, на мені женився по любві чи по розчоту. Він так мене за плечі взяв, каже, звісно, по любві. Та й пішов. Старший инженер управления реактором Леонид Топтунов заходит в гости к своему лучшему другу, Александру Королю, который пока что занимает должность стажера. Недавно Топтунов рассказал Королю о странном феномене, описанном в документации. Там говорилось, что при некоторых обстоятельствах управляющие стержни реактора вместо снижения реактивности могут привести к ее повышению. Топтунов говорит, что на эту ночь запланирована проверка электрики на турбинах реактора номер 4. Он приглашает товарища понаблюдать за этим. Но в руках у Короля статья в журнале «Наука и жизнь» про новый медицинский феномен, обнаруженный в США. И он решает провести ночь за чтением. К тому же у Короля довольно плохие отношения с Анатолием Дятловым. Король считает Дятлова самодуром и не хочет лишний раз с ним пересекаться. Это маленькое решение спасает ему жизнь. Валерий Ходымчук переодевается в рабочей раздевалке на АЭС. Он недоволен тем, что у него грязная форма. Так это взял свою одежду рабочую, говорит, фу, как это грязная, говорит. Пошел к санпропускнице, там женщина, что выдает чистую одежду. Я говорю, Валер, нафига тебе чистая одежда? У нас последняя смена, мы уходим. Придем потом с 16 оденешься чисто. Не-не-не, Володя, не-не, я одену чистое, не хочу я в грязном ходить и все. Заместитель главного инженера Анатолий Дятлов опаздывает на проведение эксперимента на целый час. Наконец, начальнику смены энергоблока номер 4 Юрию Трегубу звонят с 3-го блока и сообщают, что Дятлов у них. Он по дороге зашел на 3-й блок и, видимо, нашел какой-то недостаток в смысле дисциплины. Прорабатывал их, поэтому задержался. Начальник смены блока номер 4 Юрий Трегуб. Дятлов приходит на щит управления. Вечерняя смена начинает снижение мощности реактора с 50 до 25%. В момент такого понижения обычно происходит разбалансировка автоматического регулятора мощности. Инженер управления реактором должен исправить это вручную. Но из-за того, что диспетчер Киевэнерго разрешил снижение только в 21:00, а Дятлов после этого задержал эксперимент еще на 2 часа, у вечерней смены не остается времени, чтобы полностью отрегулировать разбалансировку автоматического регулятора.
Отец одного из начальников караулов, Григорий Хмель по кличке Дед, работает здесь же, на ВПЧ-2, водителем пожарной машины. Он любит шахматы и этой ночью обыгрывает одного шофера, Михаила Головненко. После разгромной победы Хмель-старший идет спать. Гулянка на квартире у начальника пожарного караула Петра Хмеля наконец завершается. Гости расходятся, оставив на кухонном столе немного шоколада и недопитую бутылку советского шампанского. Усталый и пьяный, Хмель-младший принимает душ и собирается спать. Ночная смена принимает реактор, полностью отравленный ксеноном. Управление таким реактором намного сложнее. Ксенон, имеющий свойство замедлять реакцию, может быть распространен внутри активной зоны неравномерно. Как следствие, таким же неравномерным может быть и тепловыделение в разных частях активной зоны. Если в целом отравленный реактор становится относительно холодным, то отдельные его части могут продолжать оставаться очень горячими. У персонала нет опыта регулирования мощности в таких условиях. Анатолий Дятлов уходит со счета управления энергоблока. Он хочет понаблюдать, как поведут себя во время изменения режима работы некоторые части реактора. Во-первых, дефекты охотнее проявляют себя при смене режима. Во-вторых, при снижении мощности можно более внимательно осмотреть помещение с повышенной радиационной опасностью. Нет, конечно, я не боялся работать в зоне с радиационными излучениями, но и без нужды лишнюю дозу получать не стремился. Да и нельзя годовую дозу набрать до конца года. Отстраняют от работы в зоне. Заместитель главного инженера Чернобыльской АЭС Анатолий Дятлов. Работа старшего инженера управления реактором, сокращенно СИУР, одна из наиболее сложных на атомной станции. Среди параметров для контроля есть несколько основных, за которыми он следит особенно внимательно. Но всего таких параметров 4000. На пульте СИУРа такое количество кнопок и рычажков, что после возвращения из отпуска к нему представляют дублера. Начальник вечерней смены 4-го энергоблока Юрий Трегуб замечал, что иначе это все равно, что пианисту выступать без репетиций. В этот вечер СИУРом на 4-м блоке был 25-летний Леонид Топтунов. Чтобы облегчить СИУРу его невероятно сложную работу, существует локальный автоматический регулятор. Он хорош на больших мощностях, но на малых работает неудовлетворительно. Поэтому было решено перейти с локального на обычный автоматический регулятор, который предназначен для работы именно на малой мощности. Как только Леонид Топтунов заступает на смену, ему, помимо массы обычных регламентных действий, приходится контролировать переход с локального регулятора мощности на обычный регулятор мощности. В цейтноте Топтунов не справляется с выправлением его разбалансировки, и мощность реактора падает. Она стремится к 1%. Начальник смены Александр Акимов кричит на СИУРа, чтобы тот держал мощность. Юрий Трегуб, который остался после своей смены наблюдать за экспериментом, вспоминает об этом эпизоде. Вообще-то, это была не запрограммированная вещь. Она меня нисколько не взволновала. Конечно, нехорошо, что СИУР это проморгал, выключил не вовремя. Ну и что, это все поправимо. Чтобы вернуть мощность реактора, Леонид Топтунов начинает извлекать из него управляющие стержни. Почему-то он тянет их преимущественно с 3-го и 4-го квадратов. Мощность продолжает падать. Юрий Трегуб видит, что СИУР тянет стержни неравномерно и вмешивается в процесс. И с этого момента я стал ему подсказывать, какие стержни свободны для того, чтобы их извлекать. Поднимать стержни – это прямая обязанность Топтунова. Но у нас как практиковалось? Когда такая ситуация, то кто-нибудь подсказывает, какие стержни правильно выбирать. Надо равномерно вынимать. Я ему советовал. В одних случаях он соглашался, в других нет. Я говорю, вот свободный и вот свободный стержень. Можешь извлекать. Он или этот брал, или делал по-своему. Начальник смены блока номер 4 Юрий Трегуб. Пока ночная смена борется за восстановление мощности реактора, Анатолий Дятлов успевает осмотреть помещение с повышенной радиационной опасностью и вернуться на щит управления энергоблока. Глядя на приборы, он замечает, что реактор работает на мощности примерно 50 мегаватт, около 2%. Почему такая низкая мощность? Он говорит, да вот при смене автоматического регулятора мощность провалилась до 30 мегаватт. Ну, никаких вопросов это не вызывало. Нет таких реакторов, где бы мощность не снижалась по тем или иным причинам. Нет таких операторов, у которых мощность бы не предусмотренно снижалась.
Когда мощность реактора падает ниже 10%, старший инженер перестает получать информацию от датчиков, расположенных внутри активной зоны. С этого момента он вынужден полагаться лишь на датчики, расположенные снаружи активной зоны, которые не передают общей картины. Главным образом, Сиур в этой ситуации должен надеяться на свой опыт и интуицию. Это при том, что от него по-прежнему требуется выполнение до 1000 действий в час. После того, как Леониду Топтунову помогают извлечь стержни из другой половины реактора, мощность поднимается с 30 до 200 мегаватт, то есть с 1 до 6%. После этого реактор наконец удается поставить на автомат. Вот что вспоминал на эту тему Юрий Трегуб. Этот момент с удержанием мощности был несколько нервным, но в целом, как только вышли на мощность 200 мегаватт и стали на автомат, все успокоились. Правда, мне не нравились эти 200 мегаватт. Я ведь был когда-то Сиуром. И считаю, что это не самый лучший режим для реактора РБМК. Но здесь не я решал. 200 так 200. Начальник вечерней смены 4-го энергоблока Юрий Трегуб. С трудом подняв мощность реактора с 30 до 200 мегаватт, начальник смены Александр Акимов предлагает заму главного инженера Анатолию Дятлову не пытаться идти дальше до отметки 700 мегаватт, хотя это было записано в программе эксперимента. Проще оставить все как есть, ведь по программе реактор все равно придется глушить. Дятлов соглашается. Принятое мимоходом решение проводить эксперимент на мощности не 700, а 200 мегаватт по оценке МАГАТЭ становится самой грубой ошибкой персонала. Наибольшего осуждения заслуживает то, что неутвержденные изменения в программу испытаний были сразу же преднамеренно внесены на месте, хотя было известно, что установка находится совсем не в том состоянии, в котором должна была находиться при проведении испытаний. Дятлов собирает участников эксперимента для последнего инструктажа. Установлено, что сигналом к началу будет команда «Осциллограф пуск». По ней будут выполнены 3 действия. Первое – закрытие стопорных клапанов подачи пара на турбину. Второе – нажатие кнопки максимальной проектной аварии МПА. Третье – нажатие кнопки аварийной защиты АЗ-5 для глушения реактора. Инженер-наладчик системы автоматики Владимир Шашинок заходит на щит управления и спрашивает, есть ли тут связь с помещением на 24-й отметке. В комнате подтверждают, что связь есть. Теперь пришло время отключения генератора. Некоторые операторы явно нервничают, но Анатолий Дятлов исключительно спокоен. Испытания будут продолжены, несмотря на предупреждение, набранное мелким шрифтом в протоколе эксперимента, и несмотря на колебания его подчиненных. 10 человек стоят наготове у столов и пультов, не сводят глаз с приборов. Разработчик и технический руководитель программы эксперимента Геннадий Метленко громко командует «Осциллограф пуск». Старший инженер управления турбиной закрывает стопорные клапаны подачи пара на турбину. Старший мастер электроцеха нажимает кнопку МПА – максимальной проектной аварии. Старший инженер Леонид Топтунов нажимает кнопку АЗ-5. АЗ означает автоматическая защита. Она должна заглушить реактор. В реактор одновременно опускаются все стержни управления и защиты. Напоминаем, сами они из бора, замедляющего реакцию, но наконечники из графита, который реакцию ускоряет. От перегрева разрушаются тепловыделяющие элементы, а затем и оболочки каналов, внутри которых они находятся. Давление внутри и снаружи каналов отличается в 70 раз, и пар с огромной силой вырывается наружу, срывая крышку реактора весом в 2000 тонн. Испарившаяся вода больше не охлаждает реактор и не поглощает часть нейтронов. Его мощность повышается до запредельных значений, составляя половину мощности всей энергосети Советского Союза. В это же время Валерий Ходымчук находится в помещении главных циркуляционных насосов, непосредственно возле реактора. Он наблюдает за странным поведением насосов. Через 7 секунд после нажатия на кнопку автоматической защиты персонал ощущает мощную взрывную волну. Раздается 2 взрыва. Значит, по моей памяти было 2 удара. Первый удар был очень сильный. Я даже подумал, что это гидроудары в деаэраторах.
который находится как раз над блочным щитом управления. Аэраторы – это, грубо говоря, очень большие бочки с водой. Вот. И когда происходят гидроудары, то тут слышно, грубо говоря, потолок трясется. Решил сделать необходимые переключения, раздался второй удар. Причем второй удар огромной силы, я услышал хруст или треск бетона, несущих конструкций. Это даже не с чем сравнить. Такой жуткий звук. Ну, понятно, что вот стройконструкции трещат. После этого я взглянул на приборы, увидел работу всех главных предохранительных клапанов, посмотрел на уровень в КМПЦ, которого не было, посмотрел на уровень в контуре охлаждения СУС, которого не было. Насосы СУС стоят. Вот. И после этого я моментально понял, что произошло что-то запроектное страшное, и что энергоблок номер 4 уже никогда больше не будет работать. Поскольку взрыв был очень мощный, то подумал, хлынет горячая вода оттуда на блочный щит управления. Я резко скомандовал всем на резервный пульт управления. Однако все стихло, и команду я отменил. На часах 1 час 24 минуты. Жительница Припяти Дина Королева записывает музыку в своей квартире с 4 музыкантами. Она слышит взрывы, похожие на отдаленный гром. Присутствующие музыканты предполагают, что станция выбрасывает пар. И волноваться не о чем. В эту же минуту погибает Валерий Хотимчук. Его тело так и не будет найдено. Это первая жертва аварии. Несмотря на то, что обесточены были муфты управления стержнями аварийной защиты, стержни стоят и находятся в каком-то промежуточном положении, опущенные на 2,5-3 метра. Реактиметр, прибор, который показывает реактивность, показывает положительную величину. А это означает, что мощность реактора должна увеличиваться. И, естественно, у меня это вызвало, растерянность. Я немедленно сказал Кудрявцеву и Проскурякову бежать в центральный зал и опускать вручную стержни управления. Только ребята выскочили, я понял, что, в общем, это было распоряжение глупое, ненужное. Не пойдут они все равно. Я сразу же выскочил в коридор, но ребята уже скрылись. Вот. Много, 1000 раз я анализировал свои действия и поступки после аварии. Ну и можно сказать, что вот это вот только распоряжение мое было неправильное. Это неправильное решение будет стоить Александру Кудрявцеву и Виктору Проскурякову их жизней. Анатолий Дятлов, который отвергал почти каждый упрек обвинителей в адрес своей работы, об этом конкретном решении будет жалеть до конца своих дней. Начальник смены Александр Акимов командует вручную открыть систему аварийного охлаждения реактора. Выполнять этот приказ побегут Юрий Трегуб и Сергей Газин, сотрудники прошлой смены. Они не имеют обязанностей на щите управления, просто хотят помочь. Местная пожарная часть поднята по тревоге. Пожарные натягивают робо и бросаются к машинам, к своим постам. Диспетчер управления пожарной охраны Киевской области Валентина Карпенко звонит диспетчеру на Чернобыльской атомной электростанции Виталию Галузе. Он сообщает ей о взрыве на станции. Вместе с Валентиной на смене второй диспетчер Татьяна Винниченко. Машину на выезд. Что там случилось? Танечка, иди сюда быстрее, нас атомная горит. Ой, мать. Это ВПЧ-2? Да. Что у вас там
там горит? Взрыв на главном корпусе, между 3 и 4 А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. И в результате взрыва что там горит? Сколько машин вы направили? Все машины выехали. Поднимай над состав. Поднимаю, начальника поднял. Так всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Водитель пожарной части Григорий Хмель просыпается от раздающихся голосов. Ему говорят, что нужно ехать. Хмель спрашивает, куда. Пожарные отвечают: на Чернобыльскую АЭС. Караул лейтенанта Владимира Правика первым прибывает к месту аварии. Пожарные видят, что огнем охвачен 4-й энергоблок и крыша машинного зала. Создается реальная угроза распространения огня по кровле машзала на 3-й энергоблок. Инженеры Трегуб и Газин добираются до 27-й отметки, что означает 27 метров над землей. Там они должны открыть систему аварийного охлаждения реактора. Трегуб открывает заветную дверь, но его тут же обдает радиоактивным паром. Он все равно попытается зайти в помещение, но находиться там будет невозможно. Командир первого караула ВПЧ-2 Петр Хмель уже вот-вот уснет после попойки в своей квартире, но вдруг в дверь позвонили. Это был его коллега Радченко, водитель пожарной части. Хмель-младший узнает, что на АЭС пожар. Он тут же надевает форму и мчится в УАЗик, который прислали специально за ним. По пути он успевает прихватить недопитую бутылку советского шампанского. Ее Петр Хмель опустошит в машине, пока будет ехать по улице Леси Украинки. Юрий Трегуб возвращается на щит управления, чтобы доложить о том, что открыть аварийное охлаждение реактора не получится. Пожарные Владимир Правик и Леонид Шаврей осматривают АЭС. Правик обратился к коллеге: «Ну, Михалыч, нам будет жарко, нам придется тут поработать». Шаврей позже вспоминал: «У меня аж волосы дыбом встали, он был в курсе дела, он глянул на развал, на крышу с таким настроением». Проведя разведку, Владимир Правик принимает решение преградить дорогу огню на кровле машинного зала и защитить соседний с аварийным 3-й реактор. Он отправляет своего напарника, Леонида Шаврея, в сторону машинного зала, а сам готовится подниматься на крышу 3-го энергоблока. 1 час 35 минут. На ЧС прибывает караул пожарной части номер 6 под командованием Виктора Кибенка. Он лично ведет звено на разведку пожара в помещение, которое примыкает к активной зоне реактора. Это позволяет определить правильные боевые позиции для подачи водяных стволов. Пожарные проезжают мимо блока номер 1 Чернобыльской атомной электростанции. Там не сразу понимают, что произошло. Дозиметров, чтобы измерить уровень радиации, у них нет. Работники других энергоблоков включают все приточные вентиляторы машзала. Так они пытаются предотвратить задымление от разгорающегося пожара в помещениях. Водитель Григорий Хмель гонит свой ЗИЛ-130 к горящей АЭС на почти максимальной скорости. Леонид Шаврей уже с другим коллегой, Владимиром Прищепой, начинают тушить крышу пожарными рукавами. Пожарные поднимаются по наружной лестнице на крышу машинного зала. На ней загорается битум. Чтобы не попасть водой на оголенные провода, пожарные вынуждены сначала сбить огонь пожарными рукавами, а потом затоптать его своими ногами. Директор станции Виктор Брюханов научился предприимчивости и умению подгонять ограниченные ресурсы под бесконечный список нереалистичных задач. Ему приходилось срезать углы, править отчеты и игнорировать некоторые правила. Он был вынужден импровизировать, когда стройматериалы, предусмотренные проектом в Чернобыльской станции, не поступали. Нужно было использовать огнестойкие тросы, но взять их было негде, и строители использовали то, что было. Когда в столичном министерстве энергетики узнали, что крыша турбинного зала станции залили легко воспламеняющимся битумом, ее приказали переделать. Но огнестойкий материал для покрытия крыши 50 метров шириной и почти километр в длину не производился в Советском Союзе в достаточном объеме, и министерство сделало исключение. Битум оставили.
Водитель пожарной машины Григорий Хмель видит вокруг себя куски графита. Один из них он пинает ногой. В то же время боец другого подразделения берет кусок графита в руку и тут же комментирует: «Ой, какой горячий». Графит – элемент стержня реактора. Взаимодействие с ним смертельно опасно, но не все пожарные об этом знают. Ніхто заняття не проводив, ніхто мені нічого не розказував. Там же ж по атомну станцію охороняла ВПЧ-2. Да. Там проходили учення, і у кожної людини, кожний пожежний мав допуск до кожного цеха. У нас цього не було. Чого з тої частини люди не погибли, а з моєї частини, ті, що я керував, вони ночі виїхали. Чого вони всі хлопці погибли? Погибло, вся зміна погибла. Бо тому що вони ліквідували, там же ж ці блоки були рядом, що третій, що четвертий. Як розірвав, зрив був, то кинуло на третій, на кришу, почала горіти, вони потушили, ліквідували третій блок, а потім пішли на четвертий. Ну ніхто не думав, що там радіація, воно світиться, вони думали, що воно горить. І воду лють. От, а воно не тушиться. Вони дотушились до того, що єлі вони туди зійшли. Пожарные городской части номер 6 под командованием Виктора Кибенка поднимаются на крышу третьего энергоблока. Начальник караула ВПЧ-2, то есть той самой части, которая предусмотрена специально для охраны атомной электростанции, Владимир Правик поднимается вместе с ними, чтобы оказать им помощь. На станцию прибывает начальник пожарной части по охране Чернобыльской атомной электростанции Леонид Телятников. Это был последний день его отпуска. Едва приехав на пожар, Телятников поднимается на 20-ю отметку, 20 метров над землей, и стучится там в двери. Но все они заперты, после чего Телятников, недолго думая, начинает их выбивать. Пожарные ВПЧ-2 Леонид Шаврей и Владимир Прищепа бодрятся от решительности их начальника и продолжают тушить пожар. К Леониду Шаврею и Владимиру Прищепе на помощь прибывает Петр Хмель. Он все еще немного пьян от водки и народного шампанского. Она снова начала загораться, а мы снова сбивали. Водой так и не пользовались. Ходить было трудно, битум на крыше расплавился. Жарища такая, чуть малейшее что, битум сразу же загорался от температуры. Это еще повезло, что быстро сработали, что нас туда направили. Если бы разгорелась крыша, это был бы ужас. Представить невозможно. Вся станция полетела бы. Наступишь, ногу нельзя переставить, сапоги вырывает. Ну, словом, расплавленная масса. Дыры были на крыше. Она была пробита полностью. Плиты падали, летели 72-метровые отметки. И вся крыша усеяна какими-то кусками, светящимися, серебристыми. Ну, их отшвыривали в сторону. Вроде лежит и вдруг раз – воспламеняется. Воспоминания пожарного Леонида Шаврея. Серафим Воробьев, начальник штаба гражданской обороны на Чернобыльской атомной электростанции, просыпается от телефонного звонка. Он выезжает на станцию. Пожарный Николай Ващук поднялся на отметку центрального зала реактора, осмотрелся, оценил обстановку и заглянул в разлом, прямо на реактор. Через несколько мгновений Ващуку станет плохо от полученной дозы радиации. Но, несмотря на это, он продолжит выполнять свой долг – тушить пожар. Пожарный Василий Игнатенко самый сильный и выносливый среди караула. Он распределяет своих коллег так, чтобы огонь не перекинулся на третий энергоблок. Старший сержант Владимир Тишура тушил огонь на крыше блока спецхимии. Владимир Иванович покинул свой пост только тогда, когда погасил последний очаг горения. По пути к лестнице он потерял сознание. Очнулся, когда увидел перед собой лицо командира отделения, старшего сержанта Василия Игнатенко. При помощи Василия он спустился вниз. Там у него началась рвота. Начальник третьего караула военизированной пожарной части Владимир Правик тушит пожар самостоятельно и даже сбрасывает графит со станции. Своих подчиненных он до этого места не допускает. Правик говорит, что ему нечего терять, и он закончит работу сам. В очаге пожара лейтенант пробыл 1 час 20 минут. Самая тяжелая, 4-я степень лучевой болезни, начинает отсчитываться от облучения в 600 рентген. Владимир Правик получил в 2,5 раза больше – 1500 рентген.
На станцию по телефону вызывают весь обслуживающий персонал, который может помочь ликвидировать последствия аварии. Среди них Александр Зеленцов. Он давно дружит с Валерием Ходымчуком, и накануне аварии Ходымчук даже предложил ему поменяться сменами, так, чтобы именно Зеленцов вышел в свою смену 26 апреля. В последний момент Ходымчук звонит Зеленцову и говорит, что передумал. Когда Зеленцов узнает, что Валерия Ходымчука не могут найти, он снимает индивидуальный дозиметр и сам лично отправляется на его поиски. По приборам, заместителю главного инженера Анатолию Дятлову ситуация кажется ужасной, но он не понимает, что делать. Он лично идет в реакторный зал, но по дороге встречает 4 операторов. Один из них, Анатолий Кургуз, страшно обожжен. Его кожа свисает клочьями. Дятлов командует операторам срочно везти Кургуза в медпункт, куда уже должна приехать машина скорой помощи. К Дятлову подходит Юрий Трегуб, чтобы рассказать о странном свечении. Они вместе выходят на улицу и идут вдоль 4-го энергоблока. Когда они дойдут до места свечения, Трегуб сравнит случившееся с Хиросимой. Дятлов долго молчит. Затем, наконец, отвечает, что такое ему не снилось и в страшном сне. Дятлов приходит на щит управления соседнего 3-го энергоблока и долго беседует с начальником смены. На лице операторов возникает логичный вопрос: что случилось? Но вслух его никто не осмелится задать. Начальник ГУВД, майор милиции Василий Кучеренко ставит перед личным составом задачу перекрыть въезд в город частного транспорта, поддерживать общественный порядок и не допускать паники среди гражданского населения. Локализованы последние очаги горения на крыше Машзала. Начальник штаба гражданской обороны Серафим Воробьев прибывает на станцию. Его встречает директор станции Виктор Брюханов. Воробьев берет дозиметрический прибор ДП-5 и замеряет уровень радиации в убежище. Даже там, в защищенном от радиации помещении, он составляет 30 миллирентген в час. Это в несколько сотен раз выше нормы. Петр Паламарчук идет в турбинный зал с большим трудом. Коридор был сильно разрушен и завален обломками искореженных строительных балок и других конструкций. Паламарчук не может ничего сделать с насосами. Он возвращается обратно. 28-летний врач Валентин Белоконь приезжает на пожар. Его останавливает постовой. Постовой интересуется, почему Белоконь без специальной одежды. Врач отвечает, что его о спецодежде никто не предупреждал. Он одет в обычный белый врачебный халат. Уже около часа не выходит на связь со щитом управления инженер Владимир Шашинок. В момент взрыва реактора он наблюдал на 24-й отметке за нештатными приборами. На его поиски выходит замначальника пусконаладочного предприятия Петр Паламарчук. В кромешной тьме, преодолевая завалы и разрушения, Паламарчук с трудом находит пропавшего инженера Владимира Шашинка. Он лежит на полу без сознания, сильно обожжен паром. Паламарчук осторожно поднимает пострадавшего и несет на щит управления. Замначальник АЭС по гражданской обороне Серафим Воробьев обязан замерить уровень радиации за пределами станции. В случае, если уровень радиации превысит норму, необходимо оповещать различные инстанции по списку. Сразу за пределами площадки дозиметр Воробьева показывает 150 миллирентген в час. Это в несколько сотен раз выше нормы. Воробьев возвращается в бункер. Там он сообщает директору станции, Брюханову, что необходимо начинать обзванивать инстанции, чтобы сообщить о максимальной категории аварии. Брюханов отказывается, он тянет время под предлогом, что нужно лучше разобраться в ситуации. Петру Паламарчуку приходится нести тяжело раненого Владимира Шашинка в полной темноте, на ощупь. Он постоянно натыкается на обломки, откуда-то с шипением вырывается пар, искрит поврежденная электропроводка. Пострадавшему становится все хуже. Он громко стонет, бредит, кричит. Серафим Воробьев, который не получил от директора разрешения на оповещение всех инстанций, берет свой дозиметр, берет 2 подчиненных и отправляется замерять уровень радиации по периметру станции. Вот как он об этом вспоминает. Уровень радиации все увеличивался. И возле трансформаторных будок стал 20, 30, 40, 50, 100 рентген в час. Чем ближе к 4-му блоку, тем выше. Наконец, прибор показывает 200 рентген в час и зашкаливает. Я думал, ладно, может быть, проскочу 200 рентген, но потом вижу, стрелка прыгает сразу же в зашкал. Чувствуется, что там огромные поля. Мы остановились. Что делать? Я знаю, что в результате аварии могут быть такие уровни, что сгоришь элементарно. Мы доехали до самого выброса. Был виден темный след графита. И тут я понял. Все.
Владимира Шишенка перевозят в городскую больницу. Медики разрезают на нем одежду, но местами она снимается вместе с кожей. Шишенок долго шевелит губами, пытаясь что-то сказать. Наконец он выговаривает: «Отойдите от меня. Я из реакторного отделения». Это были его последние слова. В тот же день Шишенок скончается. Увидев гигантский уровень радиации, Серафим Воробьев возвращается в бункер. Он настаивает на том, чтобы Брюханов начал обзванивать инстанции и сообщать о максимальном уровне аварии. Брюханов совершенно растерян. Он хочет услышать мнение других подчиненных. Думает, что Воробьев просто паникер. Только на то, чтобы дозвониться до других подчиненных, у Брюханова уходит полчаса. Алло, Василий Васильевич. Алло. Это диспетчер ВОПО. Значит, Василий Васильевич, на атомной электростанции произошел взрыв, горит крыша 3-го и 4-го блока. Поднимайте машину здесь высадите, нет? Да, оперативно выезжает, и за вами заезжает. Давайте личный состав, давайте город поднимайте, подходите сразу, сядете, перезвоните сразу за мной. Хорошо, понял. Вот, поднимайте личный состав. Хорошо. Все, медик на 4-м. 4-го это хорошо. Технически поднимайте, основа. Всю технику поднимайте, весь личный состав вдвоем. 5 машин выехало. Диспетчер среди ночи будет начальника ВПЧ-2 Леонида Телятникова. Его вызывают на пожар. Но забрать майору некому. Все машины пожарных уже уехали на ЧАЭС. Телятникову, у которого не было личного автомобиля, приходится звонить в милицию, чтобы добыть экипаж там. За ним присылают милицейскую машину. Диспетчер пожарной охраны Валентина Карпенко звонит помощнику начальника штаба пожаротушения Киевской области Леониду Осецкому. Алло, Припять, 3-й и 4-й блок, горит крыша в результате аварии взрыва. Ой, давай. Так, уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала, ВПЧ-2. Я, значит, высылаю, потом кого? Полецкая, пусть все едут. Все, поднимай, Татьяна. Рация Хмеля ловит переговоры диспетчера пожарной части Валентины Карпенко. Алло, Иванков? Да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло? Да, я слышу. На атомную станцию выезжаете. Там 3-й и 4-й блок, горит крыша. Ага, сейчас все. Высылайте. Да, едет. Алло, Полесская? Да. Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша 3-го и 4-го блока. Подполковник управления пожарной охраны Киевской области Николай Куппа звонит на станцию уточнить обстановку. Ему отвечает начальник смены АЭС Борис Рогожкин. Это управление пожарной охраны, подполковник Куппа. Слушаю. Нам надо добраться до начальника смены станции. Ну вот он я. Это вы, да? Да. Какая обстановка у вас там? Попросите что-нибудь полегче. Причины разрушения. Это купол первый, это главный корпус. Да, главный корпус, 4-й блок. Это крыша горит, в помещение попасть нельзя. Крыша горит? Крыша горела. Горела или горит? Ну, я не вижу отсюда, мне не видно. Не в курсе, да? Да. Да, мы направили, пожарники мне сказали, что вызвали из Киева. Мы направили вам 40 подразделений пожарной охраны. Сделайте там пропускную систему, что-то попроще. Да я сказал, в общем, мы направили нам всю зону. Примерно 30-40 подразделений. Объявили сбор в личный состав. Это в ходе дела. Вы постараетесь включить ваши системы, там, крышу, чтобы там была все системы. Все разрушилось. И крыши-то половина нету. Разрушилось? Конечно. Вы на связи с завтра на вышли? А? На связи с завтра на вышли? На связи? Как же? Есть, да? Конечно. Хорошо, вот мы поднимаем всю область туда. Ну давай. Давай, все. Директор Брюханов наконец дожидается начальника лаборатории внешней дозиметрии. Тот замеряет всего 50 миллирентген в час. Говорил явную ложь. Он вообще-то грамотный человек, кандидат наук, и не мог приехать на станцию, не зафиксировав огромный уровень радиации. С юга минимум 100 рентген в час, а с севера минимум 25 рентген. По-другому нельзя было проехать на станцию.
Воспоминания Серафима Воробьева. Брюханов явно удовлетворен докладом о 50 миллирентгенах в час. Он смотрит на Воробьева и говорит, что тут вот есть паникеры, которые намерили 200 рентген, в 4000 раз больше. После такого оптимистичного доклада из своего коллеги Воробьев начинает сомневаться в собственной адекватности. Он решает еще раз проехать и проверить уровень радиации, но уже когда рассветет, и показания будет видно лучше. Поиски Валерия Ходимчука продолжаются. Его пытались найти? Да, его пытались найти, почему и много очень персонала реакторного цеха. Получили большие дозы облучения, его еще 26-го. Вторая смена, которая приехала нас менять, его тоже искали, пытались найти. Но он оказался под развалинами. Так и не нашли, да? Так и не нашли, так ему саркофаг стал его могилой. Воробьев снова выезжает со станции с дозиметром, и он снова ему показывает 200 рентген. Воробьев едет в сторону Припяти. На обочине он видит толпу людей. Он выходит из машины и снова делает замер. Все въезды в Припять уже перекрыты милицией. Автобусное сообщение с Киевом прервано. Но люди все равно хотят попасть в большой город, который находится совсем неподалеку, то есть в Киев. Они выходят за пределы Припяти и пытаются поймать попутки. Серафим Воробьев замеряет уровень радиации на том самом месте, где толпятся ничего не подозревающие граждане. Становится понятно, что находиться здесь опасно. Именно в этом месте Серафим Воробьев, официальное лицо Чернобыльской атомной электростанции, перед 3 десятками гражданами города Припяти и изумленным милиционером делает первое публичное объявление о случившейся аварии. Воробьев убеждает собравшихся немедленно уйти отсюда и вернуться в свои дома. Врач скорой помощи Валентин Белоконь возвращается в медсанчасть. Он пытается сдать обезболивающие наркотики, которые, к счастью, не пригодились. Но в медсанчасти отказываются их принимать, потому что они зашкаливают радиацией. Белоконь, в свою очередь, боится оставлять у себя обезболивающие наркотики. Выкинуть он их тоже побаивается, мало ли кто их найдет. В итоге он попросту оставляет их в медсанчасти и говорит персоналу делать с ними, что они захотят. Со всей Киевской области на атомную электростанцию съезжаются пожарные расчеты. Наконец-то пожарных, которые первые прибыли на место аварии, удается сменить. После целой ночи работы возле открытого реактора Валентину Белоконю становится плохо. Несмотря на это, он доходит до своего общежития и убеждает соседей принять таблетки с йодом. Только после этого за ним самим приезжает скорая помощь. Пожарные ВПЧ-2, которые первые приехали тушить атомную станцию, наконец-то возвращаются в свою часть. В столовой им дают таблетки йода. Некоторых начинает тошнить сразу же после их приема. К Наталье Ходимчук приходит сестра и спрашивает, где ее муж. Наталья говорит, что он на дежурстве. Сестра рассказывает ей о случившейся аварии, взрыве на станции. Открываются газетные киоски по всему Советскому Союзу. На передовицах газеты «Правда», разумеется, еще нет сообщения об аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом еще плохо известно даже руководству страны. Зато есть колонка с названием «Требования Хиросимы» о демонстрациях против гонки вооружений в городе, который пострадал от атомной бомбардировки в годы Второй мировой. Наталья Ходимчук идет на остановку встречать автобусы с работниками АЭС. Среди них она надеется найти своего супруга. Жена Ходимчука на остановке спрашивает у военных, что случилось на станции. Ей отвечают, что все в порядке и поводов переживать нет. Машины мили Припять, поливали пеною білою. А люди несли хліб, все, колбаси, бо викинули дефіцити, відкрите все, на руках несли, у авоськах. Секретарь комсомола Сергей Лобанов бежит за большим букетом роз для своей невестки. Все-таки сегодня у него свадьба. С удивлением он обнаруживает, что Припятский базар закрыт. Домой ему приходится возвращаться с маленькой охапкой тюльпанов с дачи. Ходимчук с сестрой идет в больницу искать мужа. Одна скоро під'їхала, друга. Ми стоїмо, вже ждемо, що хто скаже. А потім мужчина один говорить, каже, «Женщина, девушки, не стойте тут. Тут столько самое, вам никто ничего не скажет.
І смотрите, в чому я одет. І так знімає, каже, бачите, я у женської ночної рубашки наверх одет. Бо каже, вже одежі нема що одягати, переодягатися, що. Только сейчас, в 8:30 утра, свое рабочее место покидают Александр Акимов и Леонид Топтунов. Вскоре они будут экстренно госпитализированы. Наталья Ходимчук возвращается к больнице в надежде, что там вывесят списки пострадавших, но списков нет. Она ходит под окнами больничных палат и перекрикивается с пациентами, которых привезли с Чернобыльской атомной электростанции. До этого бегала жена Ходимчука, орала: Валера, 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 Валера. Мы ей орем: не переживай, он где-то здесь лежит, блин, просто не слышит, наверное. Ну, хотя мы уже знали, что Валера-то уже нет. Да. После этого Наталья идет в морг. Морг оказался закрыт. Наталья ставит к стенке морга ящик, чтобы заглянуть в окно и попытаться рассмотреть, что происходит внутри. Но мужа она там не обнаруживает. Занятия в школах не отменяют. За 3 дня до аварии в школах Припяти проводились учения по гражданской обороне. Детей учили, как надо пользоваться средствами индивидуальной защиты. Ватно-марлевыми масками, противогазами, проводить дезактивацию и прочее. В день аварии никакие, даже самые простейшие меры не были приняты, поскольку день выдался особенно жарким, во многих классах открыты окна. В Припятский горком приезжает секретарь обкома Киевской области Владимир Маламуш. Это один из главных людей в регионе. Он проводит инструктаж местным партийным работникам. Ни в коем случае не допустить паники. Анелия Перковская спрашивает, что делать с пробегом здоровья. 27 апреля припятские школьники по плану должны будут бегать по лесу. Маламуш отвечает, что ориентировочно все остается в силе. Информация о случившейся аварии уже несколько часов как дошла до Кремля. Глава правительства Николай Рыжков отправляет в Припять своего первого заместителя Бориса Щербину. Рыжков говорит Щербине, что реактор разрушен, а большего в Кремле толком-то и не знают. Подписывается постановление о создании правительственной комиссии. Щербину назначают ее главой. Город живет обычной жизнью. Единственное, что могло показаться странным, так это машины, которые ездят по городу и моют асфальт. В ресторане играет свадьбу чета Лобановых. В здание заседания Припятского горкома партии приходит главный инженер станции Фомин и директор Брюханов. Фомин сообщает собравшимся, что реактор взорвался. На территории станции валяется графит. Правительственная комиссия начинает свою работу. Среди членов комиссии доктор химических наук Валерий Легасов. Рядом с тем самым зданием, где заседает правительственная комиссия, продолжают играть свадьбу Лобановы. В зал заседаний правительственной комиссии входит начальник штаба ВВС Киевского военного округа, генерал-майор Антошкин. Он докладывает о своем прибытии Борису Щербине. Щербина спрашивает, какую помощь может оказать авиация. Генерал-майор Антошкин отвечает, что авиация выполнит любую поставленную задачу. В дальнейшем именно на советских вертолетчиков возложат задачу сначала окончательно потушить реактор, а затем создать защитную оболочку вокруг него с помощью сбрасывания мешков с песком. Уже несколько месяцев спустя, 2 октября 1986 года, в 17 часов 34 минуты, вертолет Ми-8 будет сбрасывать на крышу станции клей ПВА. Клей ПВА помогал ликвидаторам собирать и устранять радиоактивную пыль. Последние слова с борта машины были: высота 60 метров. Командир, справа трос. После этого вертолет зацепился за трос строительного крана. Все члены экипажа погибли. Крушение вертолета попало на хронику. Академик Легасов звонит главе правительства Советского Союза Николаю Рыжкову. Он сообщает только то, что ему известно, что реактор не работает и находится в подкритическом состоянии. Среди специалистов ведутся дискуссии, стоит ли эвакуировать город. Медики настаивают на том, что город эвакуировать не надо, но физики выступают за эвакуацию. Секретарь горкома КПСС Припяти Анелия Перковская слышит первые разговоры об эвакуации. Перковская пытается сообразить, что необходимо вывести из города. Инструкций на эту тему у нее нет. Она готовит к эвакуации партийные знамена, печати и учетные карточки. К горкому подъезжает грузовая машина с пустыми мешками. Комсомольцы идут насыпать в мешки песок. Мешки будут сбрасываться вертолетчиками в реактор, чтобы окончательно остановить его работу. Начальник смены химического цеха Чернобыльской АЭС Виктор Шавкашитный укладывает детей спать.
вот уже в течение 2 лет. Самое яркое такое воспоминание, впечатление – это вечер 26 апреля. Когда я стоял у окна спальни, смотрел на горящий блок и думал, понимал, что в любой момент он может взлететь, и думал, куда положить своих детей спать. В эту же спальню, чтобы в момент взрыва они долго не мучились. Или же оставить им шанс положить их в дальний зал, может быть, уцелеет под обломками. Стоял, это где-то чуть ли не до утра, смотрел, что в городе беспокойно, там носятся машины. После этого, и все-таки, не знаю почему, оставил им шанс, все-таки, надеюсь, всегда на лучшее, положил их в спальне. Пострадавших от радиации пожарных перевозят в московскую клинику. Принимаем их в клинике. Это очень тяжело психологически. Вот самолет прибывает, там 100 с лишним человек, они все там молодые мужчины, вот они в основном прилетели в латентный период, то есть тогда, когда они чувствовали себя хорошо. Они все были одеты в одинаковую одежду, пижамки такие. Они, в общем-то, там некоторые пытались там что ли шутить. Мы знали, что, в общем-то, многие вот сейчас из этих людей погибнут. Вот. Ну и вы об этом знаете. 27 человек умерло в нашей клинике в острый период. Это те, у кого были несоразмеримые жизни, большие дозы облучения. И особенно большинство из этих людей имели несовместимую жизнь ожоги. В этом состоянии еще способный читать и писать Владимир Правик пишет письмо своей жене и дочери. Здравствуйте, мои дорогие, хорошие Наденька, Наташка. С большим приветом к вам, ваш курортник и лодырь. Это потому, что я отлыниваю от воспитания нашей крошки Наташки. В начале письма прошу извинить за почерк и ошибки. Живу я хорошо. Поселили нас в институте клиники для осмотра. Как вы знаете, здесь все, кто был тогда, так что мне весело. Ведь мой караул весь при мне. Ходим, гуляем по вечерам, любуемся вечерней Москвой. Одно плохо, что любоваться приходится из окна. И, наверное, месяца на 1,5-2. Увы, такие здесь законы. Пока не обследуют, не выпишут. Надя, ты читаешь это письмо и плачешь. Не надо. Утри слезки. Все обошлось хорошо. Мы еще до 100 лет доживем. И дочурка наша ненаглядная нас перерастет раза в 3. Я по вам очень соскучился. Закрою глаза и вижу Надю с Натальей Владимировной. Сейчас у меня здесь мама примчалась. Она вам позвонит и скажет, как я себя чувствую. А чувствую я себя хорошо. На этом буду заканчивать. Не волнуйтесь. Ждите с победой. Надя, береги дорогую нам Наташку. Крепко обнимаю, целую. Твой навеки, Володя. Москва, 6-я клиническая больница. У Читы Лобановых первая брачная ночь. Она омрачена печальными новостями. Первую новобрачную ночь мы провели на квартире у своих друзей. Но она полностью не состоялась, скажем так, потому что где-то, наверное, в 3 часа ночи нас разбудили, подняли наши свидетели. Ясно, что случилось что-то серьезное уже. Вот, то есть это была авария, это там непонятно, а теперь уже было все ясно, и нам сказали, что все, надо будет уезжать. Сотрудника станции Петра Паламарчука помещают в одной палате с пожарным лейтенантом Виктором Кибенком. Они оба не спят. Вместо этого они оживленно обсуждают случившееся. К утру у многих пациентов наблюдается ухудшение самочувствия. Чернобыльцев переводят в разные палаты. Хуже всего Владимиру Правику. Ему пытаются помочь болеутоляющими уколами. Секретаря Припятского горкома комсомола Анелию Перковскую отпускают домой собирать вещи перед эвакуацией. Она замечает, что ее брат не спит. Его документы уже собраны, они принимают предстоящую эвакуацию как факт. Полковник Яковлев при подлете к Припяти видит длинную колонну автобусов, размещенную на обочине дороги от Чернобыля до самой Припяти. Длина колонны 21 километр. Он понимает, что город будут эвакуировать.
На утро запланирован пробег здоровья. Одна из учительниц звонит в горком. Секретарь горкома Анелия Перковская говорит ей об эвакуации. С трудом Перковской удается объяснить учителю ситуацию и не допустить детского забега по радиоактивным улицам города. 5-й микрорайон Припяти эвакуируют последним. В зданиях уровень радиации заметно ниже. По инструкции жители должны ожидать эвакуации в подъездах. Но, как назло, день выдается очень жарким, и дети продолжают играть на улицах. Волонтеры пытаются убедить детей вернуться в подъезды, но жители говорят, что внутри очень жарко, и часами стоять в подъездах невозможно. Начинается организованный вывоз жителей из города. Я понимал, что город эвакуируется навсегда. Но вот психологически у меня не было сил, возможности людям это объявить. Я рассуждал, что если сейчас людям это объявишь, то эвакуация затянется, люди начнут очень долго собираться, а активность в это время уже росла по экспоненте. Поэтому я посоветовал объявить, что срок эвакуации пока мы точно назвать не можем. Член правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Валерий Легасов. Перед зданием горкома в Припяти собирается небольшая группа людей. Они интересуются, почему их не эвакуируют. Их увещевает заместитель министра внутренних дел Украины генерал Бердов. Люди от уверенного генеральского тона успокаиваются. Наталья Фадимчук вместе с соседями моет подъезд с помощью уксуса. Она все еще не знает о судьбе своего мужа. Власти подписывают решение об эвакуации города. Оно было бы подписано гораздо раньше, если бы не медики. Они тянут время и подписываются последними. В первых отчетах об аварии Минздрав настаивал на том, что эвакуация не требуется. Наталья Фадимчук с помощью рабочего телефона сестры дозванивается до руководства ЧАЭС. Она пытается выяснить судьбу своего мужа. Ей не хотят сообщать новости по телефону и говорят ждать, пока к ней приедет представитель атомной электростанции. Сказали, що Валерію не знайшли. Якщо треба, то ми будемо шукати. Буде евакуація города, виїжджайте. Наталья говорит, что не хочет, чтобы ради поиска тела ее мужа погиб еще кто-нибудь. Диктор припятского радио Нина Мельник приходит на свое рабочее место. Ее встречают представители КГБ. Нине дают текст, написанный на листке обычного блокнота. От того, что ей предстоит прочитать, она в шоке. Голос Нины Мельник транслирует по Припяти. Внимание, внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. С целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в близлежащие населенные пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Во время эвакуации жителей Припяти вертолетчикам запрещают сбрасывать грузы на реактор. Предположительно, это может напугать эвакуированных. Вместо этого вертолетчики проводят разведку и отрабатывают заход на цель. Криминалист Евгений Евтушенко снимает знаменитые постановочные кадры с припятскими милиционерами. Милиционеров одели в защитные костюмы исключительно ради таких кадров. Ну давайте, идите ко мне навстречу, а я, значит, буду снимать же с аппаратом. Они идут. В это время из-за спины этот самый мужчина молодой. Вы извините, я в командировке был. Или в отпуск. Я был, не знаю, что случилось-то. Я могу домой пройти. Ага. И к этим, которые идут.
Они говорят, да иди, ради бога. Махнули ему рукой, что ты самое. И все, он пошел. Ну, а я их снял. Потом, да, они прошли, я съемку закончил. Они нас сняли с себя, сбросили, на жара стоит, невозможно их носить. Да и нету смысла их носить. Те немногие, кто не успел эвакуироваться вместе со всеми жильцами своего дома, приходят в милицию. Их быстро доставляют на пункты эвакуации и по мере накопления рассаживают по прибывающим автобусам. Тех, кто в этот выходной день мог уйти с утра пораньше на рыбалку или в ближайшие леса, не забывают, отыскивают и эвакуируют. Медики уходят из Припяти среди последних. Они продолжают дежурство даже после того, как уехали жители. Перковская ищет людей, которые спрятались дома и не хотели уезжать. Она убеждает их все-таки эвакуироваться. Сама же Анелия Перковская остается в Припяти, несмотря на эвакуацию. Наталья Ходимчук встречается с братом своего мужа. Она сообщает ему ужасные новости. Валера погиб. Брат просит не рассказывать матери. Наталья соглашается. Анна Ходимчук знает, что на станции погибло 2 человека, но она также знает, что на станции работают сотни людей и не верит, что ее сын среди погибших. Наталья скажет матери Ходимчука, что Валерий в Москве на лечение. Фотограф на вертолете делает снимки оставленной навсегда Припяти. Почти 50-тысячный город, который еще вчера жил полной жизнью, в момент опустел. Впрочем, у многих еще долгое время сохранялась уверенность, что город вот-вот оживет. Так я нахожу, что, по-моему, скоро его отмоют. Скоро люди здесь будут жить. Ну еще что вам сказать? Город должен жить. Красивый город. Вот я сейчас смотрю напротив стадион. Здесь должны дети играть. В Киевскую больницу прибывают первые больные из Припяти. В основном пожарные и работники АЭС. Сначала их отправляют в палаты со своими вещами, но потом прибегает перепуганный врач-дозиметрист и кричит: «Что вы делаете? Они же светятся!» После этого у пациентов все-таки забирают их одежду. Константин Полушкин, начальник отдела, который сконструировал стержни СУС для реактора на Чернобыльской атомной электростанции, осматривает станцию на вертолете. Сбоку. Видно трубу второй очереди. Справа блок номер, центральный зал блока номер 4. Включи. Выше, держи это место, держи. Держи, где дым идет, где дым. Вот так держи, так держи. Пилот Юрий Яковлев подходит к своему вертолету, который ранее летал над станцией. Его помощник замечает, что трава под вертолетом желтая. Желтую траву обнаруживают и под соседними вертолетами. После этого принимается решение все вертолеты, которые отработали над Чернобыльской атомной электростанцией, отправлять на дезактивацию. В Швеции начинают замечать радиацию на атомной станции Форсмарк. В Москве собирается внеочередное заседание Политбюро. Горбачев дает слово депутату Верховного Совета РСФСР Долгих. Тот рассказывает о принятых решениях прошлых дней и о том, что реактор заваливают мешками с песком и бором. На Политбюро возникают вопросы. Что случилось? В чем причина аварии? Кто виноват? На все эти вопросы пока нет ответов. Решения спускают на места с указанием максимально побеспокоиться о безопасности местных жителей. Именно на этом заседании принимается решение, что информацию об аварии все-таки нужно отдать в СМИ. На этом обсуждения заканчивают. Ситуацию обсуждают и внутри КГБ. Там выясняют, что в московских больницах лежит 11 сотрудников Чернобыльской атомной электростанции. Начальник 6-го управления КГБ отдает распоряжение немедленно заняться их допросом. Он боится, что в противном случае КГБ попросту не успеют, и часть пациентов скончается. Председатель Государственного комитета Советского Союза по использованию атомной энергии сообщает Швеции об аварии. В 19:00 сообщение об аварии передается по радио. Центральное телевидение Советского Союза тоже сообщает об аварии. Новость читает Дина Григорьева. От Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии.
Пострадавшим оказывается помощь, создана правительственная комиссия. Это была 21-я новость из списка. Пожарный Николай Ващук, как и многие его коллеги, первые дни держится неплохо. 28 апреля к нему в больницу приезжает жена и сестра. Но доза полученной им радиации превышала 1000 рентген. Его состояние постоянно ухудшалось. Тело стало темным от радиационных ожогов. Гортань разбухла. Ему стало тяжело говорить, есть и пить. Сержант внутренней службы Николай Ващук скончался в 6-й клинической больнице города Москвы 14 мая 1986 года. Во время тушения пожара лейтенант Виктор Кибенок получил дозу облучения 1500 рентген. Вместе с первой партией облученных его доставили в 6-ю клиническую больницу города Москвы. Кибенок скончался 11 мая 1986 года. Командиру пожарного расчета Владимиру Правику станет плохо вечером 10 мая. Рядом с его постелью дежурила его мать. Последними его словами были «попрощаемся, попрощаемся, мама». 11 мая Правик скончался. 1 мая московский врач опрашивал Петра Хмеля. Он не понимал, почему у Хмеля такие хорошие анализы, но при этом сильные следы облучения на коже. Врач пытался узнать у пожарного, не загорал ли он где-нибудь на солнце. Наконец, смекнув, что к чему, врач говорит: для такого числа лейкоцитов могло быть только две причины. Или вас там не было, или вы были выпивши. Хмель признается, что был пьян в день аварии. Врач радуется разгадке и обещает, что вылечит пациента. 9 мая Петр Хмель лежал в палате один. Врачи передали ему записку от его друга Володи Правика. «Поздравляю с праздником. Скоро увидимся». Петр Хмель смог вылечиться и дожил до наших дней. Старший сержант Владимир Тишура также стал пациентом Московской клинической больницы номер 6. 30 апреля к нему приехала его жена Зинаида. От простого нахождения рядом с мужем Зинаида получает серьезные дозы облучения. Ее здоровье ухудшается. 6 мая она ненадолго покидает больницу. 14 мая Владимир Тишура скончался. Петр Паламарчук, который на своей спине вынес раненого Владимира Шашонка с Чернобыльской атомной электростанции, получил дозу облучения 860 рентген. В лечении Паламарчука участвовал американский врач Роберт Гейл, считавшийся лучшим специалистом в мире по пересадке костного мозга. Американский миллионер Арманд Хаммер помог Паламарчуку получить лучшие медикаменты. Петр Паламарчук перенес 17 тяжелых операций, в том числе пересадку костного мозга от своей родной сестры Галины. Он выжил. Вот он у могил своих погибших коллег и пожарных на Митинском кладбище в Москве. 2006 год. Начальник смены блока Александр Акимов тоже получил лучшее лечение и пересадку костного мозга от одного из своих братьев. 6 мая Акимову исполнилось 33 года. Своей матери он говорил, что это возраст Христа, и он просто не может умереть. 11 мая 1986 года Акимов скончался. Сиур Леонид Топтунов, который до 8 часов 30 минут утра находился на своем рабочем месте, получил дозы радиации, несовместимые с жизнью. К нему в больницу прилетели родители. Первые дни, как и остальные пострадавшие, Топтунов сам передвигался и утешал свою маму, говоря, что все будет хорошо. Родители проведут с ним следующие 2 недели, вплоть до 14 мая. В этот день к Леониду Топтунову придет старший следователь по особо важным делам Николай Восковцов. Он собирает материалы для уголовного дела против персонала атомной электростанции. Топтунов уже не может подписать бумаги следователя, но пара минут отвечает на его вопросы. Спустя несколько часов Леонид Топтунов скончался. Родители Топтунова будут писать рассерженные письма в партком, почему их сын фактически обвинен в случившейся аварии. Вот выдержка из ответа секретаря парткома Чернобыльской атомной электростанции. Ваш сын достойно вел себя в сложившейся радиационной обстановке после аварии на станции. Проявил твердость духа и мужества, выполняя свой долг по локализации аварии на Чернобыльской АЭС. Что касается поставленного вами вопроса, довожу до сведения, что в предаварийный период Леонидом Федоровичем Топтуновым был допущен ряд нарушений инструкции при управлении реактора блока номер 4, что не позволило представить его к правительственной награде. Леонид Топтунов был посмертно награжден орденом за мужество 3-й степени только в 2008 году, указом президента Украины Виктора Ющенко. Пожарный Василий Игнатенко также стал пациентом Московской 6-й клинической больницы. Рядом с ним оставалась его супруга Людмила, которой приходилось скрывать факт беременности, чтобы быть рядом с мужем. 9 мая из окна больницы можно было наблюдать салют. Василий заранее договорился с медсестрой, дал ей деньги, она купила цветы, которые Игнатенко спрятал под подушкой. В момент салюта Василий вручил цветы своей жене. Это был их последний букет.
пересадка костного мозга от старшей сестры результатов не дала. 13 мая Василий Игнатенко скончался. Спустя 2 месяца Людмила Игнатенко родила их дочь, Наталью. У девочки был врожденный порок сердца и цирроз печени. Она прожила 4 дня и скончалась. Директор станции Виктор Брюханов и заместитель главного инженера Анатолий Дятлов предстанут перед судом. Помимо них на скамье подсудимых окажется 4 человека. Суд проведут в городе Чернобыль, несмотря на то, что он уже попал в зону отчуждения и жители были эвакуированы. Брюханов признает свою вину. Дятлов будет яростно защищаться. Оба будут приговорены к 10 годам заключения. Дятлов в день аварии получил высокую дозу облучения. За его освобождение подпишется академик Сахаров. В колонии Дятлов продолжит давать интервью, доказывая свою невиновность. Если бы я себя чувствовал виновным в такой катастрофе, то прямо скажу, я бы уже не жил. В 1990 году Анатолий Дятлов будет освобожден в связи с состоянием здоровья. После выхода на свободу Дятлов продолжит отстаивать собственную невиновность, даст длинное интервью о случившемся и даже напишет книгу. Анатолий Дятлов скончается 13 декабря 1995 года. Ему было 64. Брюханов будет досрочно освобожден в 1991 году. Сразу после освобождения вновь устроится на Чернобыльскую атомную электростанцию. Позже перейдет работать в Министерство энергетики Украины. Брюханов скончается в октябре 2021 года. Ему было 85 лет. В этот фильм не вошли многие герои, которые, не щадя себя, ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В дальнейшем люди со всех уголков Советского Союза отправятся в Чернобыль, чтобы оказать помощь. Простые советские граждане перечислили на специальный счет помощи чернобыльцам 520 миллионов советских рублей. Средняя зарплата в Советском Союзе того времени была около 200 рублей. 4-й счет Чернобыля, был открыт всеми сберкассами страны. Одновременно росло понимание того, как отличаются формальные инициативы от всенародного желания помочь попавшим в беду людям, от рожденной сердцем потребности сделать хоть что-нибудь для чернобыльцев. Среди героизма советских людей было место и простой подлости. В первые недели после эвакуации в некогда 50-тысячной Припяти у местных милиционеров открылось целое окно возможностей для мародерства. Какой-то милиционер говорит: слушайте, пойдемте померяйте мне там в доме. Мы заходим к нему в дом, померили, мерили, и на одном диванчике у нас показывают всплеск. Вот. Ну, а то, что я уже говорил и везде говорил, что загрязнения, они были всегда такие локальные, то есть на этом диванчике где-то было там точечно какие-то горячие частички там попали, и, короче, он был грязный. А мы спрашиваем: откуда ты этот диван взял? А он говорит: а я его привез из Припяти. Капец. Вот. Ну и что? Ну, говорит: а почему он нас позвал? Потому что у него дочь заболела лейкемией. А оказывается, она спала на этом диване. Вот к чему привело жадность. Власть, жадность и мародерство. Счастье милицейское. Магнитофон в полной исправности попал ему в руки. Вряд ли он выйдет из этой квартиры без магнитофона. О, видите, как он. Разорвал коробку. Ну что, спрашивается, нельзя было открыть эту коробку. Вот эти милицейские начальники вывозили золотые вещи. Задержание их нам помогало КГБ. После эвакуации жителей Припяти и окрестностей будут тщательно обследовать медики. В специальных мобильных пунктах у жителей берут кровь на анализ. Не помру. Я ж тільки 5 років як на пенсії. Некоторых после анализов отправляют на дополнительное обследование. Среди таких комсомолка Анелия Перковская.
Врачи говорят, что с ней все в порядке, и она может спокойно рожать ребенка. В 1988 году Анелия Перковская родит ребенка. Он проживет 3 дня и скончается от опухоли мозга. В селе Крапивня Анна Ходимчук слушает радио. В эфире программа «Время». К гражданам Советского Союза обращается Михаил Сергеевич Горбачев. И все же принятые меры не смогли уберечь многих людей. В момент аварии погибли 2 человека. Шашунок Владимир Николаевич, наладчик систем автоматики, Ходымчук Валерий Иванович, оператор атомной электростанции. Только из этого обращения Анна Ходимчук узнает о гибели своего сына. Хоч би мені могилку побачити, мені хотілося. Ну, так вийшло, що нічого не сталося з його. Як ото був мій син у дворі, і я його більше не побачила. Милый Богу, милый. Смотри, сыночек, все твои товарищи здесь, сыночек, все. Ой, мне без тебя, сыночек, мне без тебя жить. Ой, трудно, сынок, ой, трудно без тебя. Милый, милый сыночек, мой страдальник, ой, как же он страдал, как же он умирал тяжело. Ой, да я все видела. Ой, это моя кара на всю жизнь. Ой, видеть такие страдания, ой. Ой, пускай Бог бережет всех вот этих несчастных детей. Участь такой не повторилась. Такой век короткий, 33 года, сыночек. Еще жить бы зажить. 33 года еще он лежал первое время, еще шутил, он говорит, у меня возраст Иисуса Христа. Да, еще сразу не так плохо было. Так, и надеялся выжить, надеялся. А я же думала, что все обойдется. До последнего верила. Уже умирающий, говорит, прости меня, моя мамочка, и целую, и хочет поцеловать руки, мне тянется. Жизнерадостный, веселый. А работа, как он любил, как он работал, как он гордился своей станцией. Он показывает, мама, уже 4-й блок сделан.